Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Это канал о вязании. И в этом видео я расскажу вам, как вязать вот такие митинги. Видео про правую митинг уже есть на моем канале. Я надеюсь, что вы его посмотрели и связали по нему правую митингу. А это будет видео про левую митингу. Просто видео очень длинное, у меня правая получилось больше часа, скорее всего, и левая будет тоже больше часа, и поэтому я делаю два отдельных видео. Итак, в этом видео вы узнаете, как набрать петли крючком, как связать цепочку из воздушных петель, как вязать основное вот это вот полотно, затем как вязать вот этот узор, затем, как сделать вот такой пальчик. У пальчика, смотрите, какой красивый переход в резинку, да? То есть красивый переход в палец и красивый переход из пальца. Дальше палец выполняется тоже весь крючком. Здесь нет сшивания, нет сшивания иголкой. Можно сшить иголкой, а можно сделать вот так вот крючком. По-моему, все получилось тоже достаточно красиво, достаточно эстетично. Затем, как опять продолжить вязать основное полотно основным узором. Ну и, конечно же, самое главное в этом видео — это как сшить это изделие ювелирным швом, который не будет заметен ни с лица, он проходит где-то здесь, низ изнаночной стороны. Текстовое описание и схема митинок, что правый, что левый, будет у меня на бусте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать вязание. Для вязания мне потребуется пряжа Alize Royal Merino. Здесь нужно на одну митинку приблизительно 35 грамм, в мотке 50 грамм, то есть одного мотка вам хватит только на одну митинку. На две митинки нужно два мотка. Контрастная нитка для набора, крючок 4 миллиметра. Я, кстати, сломала свой крючок, вот видно, пока вязала правую митинку, пришлось его склеивать. И иголка для шерсти, для того, чтобы сшить это изделие. Беру контрастную нитку, беру крючок и набираю 38 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Петли набраны. Дальше буду вязать основным цветом основной пряжей. Итак, первый ряд основным цветом. Делаю воздушную петлю подъема и дальше вкалываю крючок. Первый ряд я буду вязать за перемычки от воздушной цепочки. Вот так. То есть вот есть передняя дужка, точнее наоборот, вот передняя дужка, вот задняя дужка. И вот так разворачиваю цепочку и вкалываю в перемычку. Он самый неудобный. Вяжу 4 соединительных петли. Раз, два, три, 4. Дальше 28 соединительных петель с накидом. Все точно так же за перемычку. Раз. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок в перемычку и рабочую нитку вытаскиваю через все нити на крючке. 2, 3, 4, 5. Вяжу так 28 соединительных петель с накидом. Провязала я 28 соединительных петель с накидом и дальше вяжу 6 обычных соединительных петель. Все так же за перемычку. Раз, два, три, 4, 5, 6.
Итак, первый ряд готов. У него в начале обычные соединительные петли и в конце обычные соединительные петли. Это будет резинка крючком, а вот эта часть, это будет как бы часть для основного узора, она вяжется более пышными соединительными петлями. Первый ряд это нечетный ряд, дальше будет второй ряд. Второй ряд четный ряд. Все нечетные ряды практически, за исключением косы, вяжутся так же, как первые, все четные ряды, за исключением косы, вяжутся так же, как второй. Итак, второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок, подхватываю рабочую нитку, делаю соединительную петлю. Раз. Следующую точку. Опять 2. Второй и все последующие ряды я буду вязать за дальнюю дужку. Будет одно небольшое исключение в том месте, где коса, но там я расскажу подробно, там петли будут вязаться не за дальнюю дужку. Здесь же дальше все петли, все ряды вяжутся за дальнюю дужку. И этот момент, наверное, я больше уточнять не буду. Здесь вяжу 38 соединительных петель обычных, то есть этот ряд просто 38 соединительных петель, работаю до конца ряда, здесь рисунок не меняется. Это будет второй ряд. Итак, провязан у меня и второй ряд. Дальше третий ряд. Третий нечетный, значит, он вяжется так же, как первый. Воздушная петля подъема, поворот. Сначала 4 обычных соединительных петли за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4. Дальше 28 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Раз, два, 3. И в конце я сделаю еще 6 обычных соединительных петель. Третий ряд готов, четвертый ряд такой же, как второй. Воздушная петля подъема, поворот, второе звено от крючка, начинаю вязать второй ряд, и здесь будет 38 обычных соединительных петель. Вяжу так до конца ряда. Итак, четвертый ряд тоже готов. Уже видно 2 косы, которые образовались. Дальше пятый ряд нечетный, значит, делаю его следующим образом. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю пятый ряд, вяжу 4 соединительных петли обычных. 3, так, 4. 28 соединительных петель с накидом. Раз, 2, 3, 4. И в конце сделаю еще 6 обычных соединительных петель. Пятый ряд готов. Дальше делаю воздушную петлю подъема, поворот, и дальше будет шестой ряд. Смотрите, в шестом ряду, давайте сделаем вот так. В шестом ряду у меня начнется узор. Вот этот колосок, он состоит из 2 рядов. Один ряд туда, второй ряд обратно. Но также сами ряды состоят из множества маленьких вот этих вот укороченных отрезков. Я их не выделяю в отдельные ряды, мне так неудобно считать. Мне удобно считать один ряд туда, один ряд обратно. Значит, шестой ряд я тоже так и буду считать. Сейчас будет шестой ряд месенки или первый ряд колоска. Итак, первый отрезок в шестом ряду или в первом ряду колоска. Воздушную петлю подъема я сделала, поворот, дальше 6 соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, 2, это будет резинка. 3, 4, 5, 6. Дальше начинается пышная коса. И здесь мне нужно будет сделать еще 2 соединительных петли, но их я свяжу не за дальнюю дужку, а за 2 передних дужки. И если вы уже связали правую митинку, то вы знаете, зачем я это делаю. Раз, вот так вкалываю крючок. 2, да? Это нужно для того, чтобы создать вот эту колонку. Эта колонка как бы имитирует изнаночные петли в спицах, да, если все остальное имитирует лицевые петли в спицах, то именно вот эта колонка имитирует изнаночные петли и создает такое расстояние, отступ между узором из резинки и колоском, затем опять отступ и узор из резинки.
И вот для того, чтобы сделать эту колонку, здесь подхват петель меняется. Здесь петли я подхватываю, давайте покажу еще раз, вот за 2 передние дужки и провязываю. Это будет уже лишняя петля, ее я распущу. Так, первый отрезок готов, следующий отрезок. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь вяжется так: 2 соединительных петли с накидом, 1, 2 и 6 обычных соединительных петель для резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И следующий отрезок. Сначала это будет 8 соединительных петель обычных за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше вкалываю крючок в перемычку для того, чтобы сделать сцепку. И ухожу на ряд ниже. Но в том ряду нужно опять-таки делать вот эту отбивку, и поэтому здесь я опять вкалываю крючок не так, не за дальнюю полупетлю, а за 2 передних. Это будет 9, 10, 11, 12, 13 и последняя 14. То есть в этом отрезке 8 соединительных петель за дальнюю дужку и 6 соединительных петель за 2 передних. Итого 14. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше 6 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, выпуклый элемент листика. Во второй осьминой от крючка за дальнюю дужку соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и соединительная петля. Листик готов. Дальше нужно сделать еще 2 петли из нижнего ряда. Поэтому снова делаю сцепку, вкалываю крючок вот так в перемычку и ухожу в нижний ряд за 2 передних дужки. 1. И в следующую точку за 2 передних дужки 2. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь вяжу следующим образом. 10 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сначала оказываюсь у ступеньки и делаю сцепку, но эта сцепка выйдет на лицо, поэтому ее делаю чуть по-другому. Вкалываю крючок в перемычку и вот в эту ниточку, то есть подхватываю 2 нити. Делаю накид на крючке и в нижний ряд за дальнюю дужку. И протягиваю нить через все нити на крючке. Подтягиваю, подтягиваю. Это 9. И в следующую точку 10. И дальше ухожу в резинку. Это еще 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. И на этом очередной отрезок снова готов.
Следующий отрезок. Начинаю 6 обычных соединительных петель для резинки. За дальнюю дужку во второе звено от крючка. Раз, два, три, 4, 5, 6. А дальше начнется раппорт. Я вам укажу, где начало раппорта и где конец раппорта. У меня изделие небольшое, поэтому я фактически раппорт вот в том его первозданном виде, какой он есть, свяжу только один раз, потому что первый листик у меня чуть-чуть отличается. Он переходит в резинку. Третий листик тоже будет чуть-чуть отличаться, он перейдет в резинку с другой стороны, а вот тот элемент, который нужно повторять, если у вас длинное изделие, у меня будет всего один раз. Но я вам скажу начало, конец. И если у вас, может, вы вяжете какие-то, знаете, длинные перчатки, длинные митинги, или даже, может быть, рукава у плечевого изделия, и вы решили пустить по краю такой узор, то что вам нужно повторять? Итак, повторяем. 16 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вкалываю крючок в перемычку и ухожу в нижний ряд. Это будет сцепка. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6. Воздушная петля подъема, поворот, выпуклый элемент листика. Соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и в последнюю точку обычная соединительная петля. Здесь 6 петель итого, но они вяжутся все по-разному для того, чтобы сделать листик. Так, обычную соединительную петлю сделала. Дальше в перемычку вкалываю крючок и в нижний ряд за 2 передние дужки. Одна соединительная петля и в следующую точку вторая. Воздушная петля подъема, поворот и 10 соединительных петель с накидом. И это будет конец раппорта. Раз, два. Ничего сложного тут нет. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаю сцепку, так как она выйдет на лицо, вкалываю крючок здесь в 2 ниточки и в нижний ряд, да. 9 и в следующую точку 10. Воздушная петля подъема, поворот. И вот второй листик образовался, и раппорт я закончила. Дальше, если у вас, опять повторюсь, длинное изделие, вы так и вяжете. 16 петель обычных, 6 соединительных петель с накидом, выпуклый элемент листика, 2 петли из нижнего ряда и 10 соединительных петель с накидом. Опять 16, 6, выпуклый элемент листика, 2 петли из нижнего ряда, 10 петель обратно. У меня будет последний листик, он уйдет в резинку. Я вам сейчас опять покажу. Видите, ветви этого листика уходят в резинку. И здесь будет модификация. Итак, следующий отрезок. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 16 обычных соединительных петель. 4, 5, 6, 7, 8,
10. 10 связала, вкалываю крючок в перемычку и ухожу в нижний ряд. Это будет сцепка 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Воздушная петля подъема, поворот. 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. Соединительная петля. Соединительная петля с накидом. Полустолбик с накидом. Полустолбик с накидом. Соединительная петля с накидом. И обычная соединительная петля. Это был выпуклый элемент листика. И дальше вкалываю крючок в перемычку. И здесь в обычном раппорте я связала только 2 петли из нижнего ряда, но у меня переход в резинку, поэтому я вяжу следующим образом. Вкалываю крючок в нижний ряд за 2 тушки. Делаю раз. В следующую точку за 2 дужки 2. В следующую точку за 2 дужки 3. В следующую точку за 2 дужки 4. Так, давайте еще раз. 4. То есть 4 соединительных петли за 2 передних дужки и 4 соединительных петли. Раз, два, 3, 4. За дальнюю стеночку, да? И вот так получается, этот листик уходит в резинку. Теперь отрезок в обратную сторону. Воздушная петля подъема, поворот начинается так. 4 обычных соединительных петли за дальнюю дужку. Раз, два, 3, 4. И дальше начинаю делать соединительные петли с накидом. Их будет раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А еще нужно 2 петли из нижнего ряда. Так, делаю сцепку через 2 нити и добавляю накид. И в нижний ряд это 11 и 12. Получается 12 соединительных петель с накидом. Воздушная петля подъема и поворот. Вот, 3 листика готовы, но на этом первый ряд узора еще не закончен. Еще нужна одна небольшая деталь. Опять за дальнюю дужку вяжу здесь до конца ряда. Обычные соединительные петли. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И в обратную сторону воздушная петля подъема. Здесь будет 4 обычных соединительных петли за дальнюю дужку. Раз, два, 3, 4. И 4 соединительных петли с накидом за дальнюю дужку. Раз, два, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот и заключительный отрезок в первом ряду узора это 8 соединительных петель обычных за дальнюю дужку. Раз, два, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Вот, это был 6-й ряд, либо 1-й ряд узора. И дальше пойдет 2-й ряд, либо 7-й ряд самой митинги, 2-й ряд узора. Итак, воздушная петля подъема, поворот. И здесь, во 2-м ряду, работаю так. Во 2-е звено от крючка вкалываю крючок и вяжу сначала 4 обычных соединительных петли. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 соединительных петли с накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема и поворот. И 8 соединительных петель в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема и поворот. И здесь работаю так. 4 обычных соединительных петли. 1, 2, 3, 4. И дальше вяжу соединительные петли с накидом. 1, 2, 3, 4. Я оказываюсь у ступеньки. Ступенька здесь из 2 рядов. 1, 2, поэтому делаю ее немножко по-другому. Сначала делаю обратный накид на крючке, дальше вкалываю крючок сначала в перемычку, в ниточку 1-го ряда, в перемычку, в ниточку 2-го ряда и затем ухожу в нижний ряд. И протаскиваю рабочую нить через все петли на крючке. Это 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 соединительных петель с накидом сделала, воздушная петля подъема, поворот, и теперь в обратную сторону 16 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Воздушная петля подъема, поворот. Теперь в обратную сторону 4 обычных соединительных петли. 1, 2, 3, 4 и 10 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема и поворот. И дальше выпуклый элемент листика. Во 2-е звено от крючка начинаю. Обычная соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и обычная соединительная петля. Воздушная петля подъема и поворот. И даже начнется раппорт во 2-м ряду. То есть это опять тот участок, который вы будете повторять, если у вас будет большее число листиков в изделии. Итак, начало раппорта. Это 16 соединительных петель с накидом. Делаю накид на крючке, во 2-е звено от крючка. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Сцепка. Вкалываю крючок в 2 нити. Делаю накид на крючке. 7. 8. Дальше сцепка через 2 ряда. Обратный накид в 1 ряд, во второй и в нижний ряд. И протаскиваю петлю через все нити на крючке. Подтягиваю, подтягиваю. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 соединительных петель с накидом готово. Воздушная петля подъема, поворот, 10 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворота, 8 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, выпуклый элемент листика. Соединительная петля, соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом, соединительная петля. И на этом раппорт закончен. То есть дальше продолжайте вязать. Если у вас длинное изделие, это 16 соединительных петель с накидом, 10 обычных, 8 петель с накидом, выпуклый элемент листика. Снова 16, 10, 8, выпуклый элемент листика. У меня дальше будет опять последний листик. Он уйдет в резинку, он будет модифицирован. Итак, воздушная петля подъема, поворот. И сначала начинаю, и я вяжу 16 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сцепка. 7, 8. Дальше обратный накид, сцепка через 2 ряда. Подтягиваю, подтягиваю. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И дальше нужно еще уйти в резинку. Это 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. Следующий отрезок. 6 обычных соединительных петель. Это резинка. 1, 2, 3, 4, 5,
6. 10 соединительных петель, тоже обычных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот, и сперва 8 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, выпуклый элемент листика, соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом, соединительная петля. Воздушная петля подъема и поворот. Сперва 8 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6. Сцепка. Вкалываю крючок в 2 ниточки, делаю накид и в нижний ряд. Это 7, 8. И дальше 6 обычных соединительных петель. Это резинка. Раз, два, 3, 4, 5. И в последнюю точку 6. Воздушная петля подъема, поворот. Практически второй ряд узора готов. Остается один небольшой участок. Это вот этот участок. Здесь 8 обычных соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. 2 соединительные петли с накидом. Раз, 2 и 6 обычных соединительных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И вот второй ряд узора на этом закончен. Это был второй ряд, либо 7-й ряд митинги. И дальше 8-й ряд митинги. Здесь я свяжу обычные соединительные петли. Их будет опять 38. И все сцепки, которые встретятся у меня на пути, я сомкну, для того, чтобы выровнять край. Итак, воздушная петля подъема сделана. Во второе звено от крючка начинаю. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаю сцепку и внешний ряд. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Сцепку и внешний ряд. 15 и 16. И работаю так до конца ряда. Видите, край выравнивается. 8-й ряд я провязала. Для контроля себя я предлагаю пересчитывать петли. Вот в таких вот длинных полных рядах у меня 38. Это столько же, сколько я набрала в самом начале. Все верно.
Итак, девятый ряд. Воздушная петля подъема, девятый ряд нечетный, поворот. Значит, его вяжу как все нечетные ряды. Сначала 4 обычных соединительных петли. Раз, два, три, 4. Дальше 28 соединительных петель с накидом. Раз, за дальнюю дужку. Два, три, 4. И в конце снова 6 обычных соединительных петель. Девятый ряд закончен. Десятый ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Десятый ряд четный, значит, мы должны в нем вязать просто 38 обычных соединительных петель. Но для симметрии здесь нужно сделать тоже вот такую же отбивку, которая была в начале узора. Поэтому десятый ряд вяжется следующим образом. 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6. И дальше 28 обычных соединительных петель, но не за дальнюю дужку, а за 2 передних, как мы делали до этого. Раз, два, вот так вкалываю крючок. Снова раз, два. Опять раз, два. Снова раз, два. И таких петель будет 28, а в конце ряда свяжу еще 4 обычных соединительных петли за дальнюю дужку. Дошла до конца ряда, здесь 4 соединительных петли за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше 11 ряд. Это нечетный ряд, значит, вяжем его традиционно, как вяжутся нечетные ряды. 4 соединительных петли за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4. 28 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4. И в конце ряда будет 6 обычных соединительных петель. 11 ряд готов, 12 ряд воздушная петля подъема. Это ряд четный, значит, здесь просто 38 уже обычных соединительных петель, и все петли дальше будут вязаться исключительно за дальнюю дужку. Больше отбивок не будет. Итак, 38 соединительных петель в 12 ряду. Дальше 13 ряд. 13 ряд это, соответственно, нечетный ряд. Он будет вязаться практически так же, как все предыдущие нечетные ряды до него. Но он будет укорочен. Он не дойдет до края вот эту резинку. То есть здесь 6 петель вязать не нужно будет. И после 13 ряда начинается палец. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Здесь начинаю, делаю 4 обычных соединительных петли. Раз, два, три, 4 и 28 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4. 6 петель в конце ряда я оставляю недовязанными. Вот, 13 ряд я провязала, остановилась. И следующий ряд 14, в нем я начну вязать палец. Итак, 14 ряд и палец. Сперва я повесила маркер на 12 петлю вот от этого края. Считаю 12 и вешаю. После маркера до ступеньки у меня получается 20 петель. Воздушная петля подъема, поворот, и я вяжу 20 соединительных петель за дальнюю дужку. Начинаю все как обычно во второе звено от крючка. 20 соединительных петель я связала, дальше делаю 4 воздушных петли. Раз, два, три, 4. Это будет палец. Добавляю еще одну воздушную петлю, это воздушная петля подъема.
Делаю поворот и теперь вяжу в обратную сторону. Здесь делаю так. Сначала вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку. В воздушные петли делаю одну соединительную, в следующую вторую соединительную, а дальше работаю соединительными петлями с накидом. И так считаю. В следующую точку раз, в следующую точку 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. До края ступеньки я не дохожу 3 петли. Раз, 2, 3. Все верно. Значит, получается здесь 2 обычных соединительных петли и 19 петель с накидом. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону. Так, это был 15 ряд, а это будет уже 16 ряд. И в обратную сторону я вяжу 21 соединительную петлю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 17 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Снова начинаю с двух обычных соединительных петель. Раз, два. И дальше перехожу на соединительные петли с накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Получается 2 обычных соединительных и 16 соединительных петель с накидом. Итого 18 петель. 3 петли снова оставляю недовязанным. Это был 17 ряд. Так, дальше воздушная петля подъема, поворот. И дальше 18 ряд. Это 18 соединительных петель за дальнюю дужку. Обычных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. 19 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, 2 соединительных петли обычных. Раз, 2 и 13 соединительных петель с накидом. Снова 3 петли, не дохожу до края. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это был 19 ряд. 20 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь 15 соединительных петель обычных. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Воздушная петля подъема, поворот. 21 ряд. Снова 2 обычных соединительных петли. Раз, 2. И теперь я дойду до края ступеньки. То есть здесь опять 13 соединительных петель с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 22 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Здесь 15 соединительных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. 9, 10, 11, 12, 13, 15. Это был 22 ряд. 23 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, 2 соединительных петли. Раз, 2. И теперь мне нужно пройти вот эту ступеньку, сделать здесь сцепку из 2 рядов, да, и дойти до этой ступеньки. То есть здесь должно быть 16 соединительных петель с накидом. Итак, сначала вяжу 13. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дальше сцепка из 2 рядов. Значит, делаю обратный накид. Вкалываю крючок в первый ряд, во второй ряд и на ряд ниже. Делаю соединительную петлю через соединительные крючки, подтягиваю, подтягиваю. Это 14, 15 и 16. Это был 23 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. 24 ряд. Это 18 соединительных петель в обратную сторону. Обычно 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, это был 24 ряд, дальше 25 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Здесь то же самое. Нужно дойти до вот этой ступеньки. Здесь 2 ряда сомкнуть и уйти в нижний ряд. Значит, здесь будет 2 обычных соединительных петли и 19 петель с накидом. Итак, 1, 2. И дальше 19 петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дохожу до ступеньки, делаю обратный накид, вкалываю крючок в первый ряд, во второй ряд и в нижний ряд. Так, и протаскиваю петлю через все нитяные крючки. 17, 18 и 19. Так, это был 25 ряд, 26 ряд. Воздушная петля подъема. И здесь будет 21 ряд, 21 соединительная петля обычная. Начинаю второй звенок крючка, как обычно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Воздушная петля подъема, поворот. Дальше 27 ряд. Снова 2 обычных соединительных петли. 1, 2. И здесь будет 22 соединительных петли с накидом. Делаю накид и вяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Дохожу до ступеньки. Значит, делаю обратный накид, вкалываю крючок в первый ряд в 2 ниточки, во второй ряд в 2 ниточки и в нижний ряд. И вывожу петлю через все нитяные крючки. Подтягиваю, подтягиваю. Это 20, 21 и 22. Итак, 28 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь вяжу обычные соединительные петли. 1, 2, 3, 4, 5. До конца ряда. 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24. Это все идет 28 ряд. Сейчас я сошью палец. Вот так складываем палец. Делаю воздушную петлю подъема, складываю палец и теперь сшиваю палец. Помните, мы набирали 4 воздушных петли? Значит, и сшивать палец мы будем 4 петлями. Вкалываю крючок за дальнюю дужку на одной половине пальца и в наборную цепочку на второй. И делаю раз в следующую точку и делаю 2 в следующую точку, делаю 3 в следующую точку, делаю 4. И дальше я ухожу на вязание наверх. Вот так. Давайте я сниму маркер. Продолжаю вязать обычные соединительные петли, но теперь по остальным пальцам, не по большому. Здесь сначала сделаю такой трюк, чтобы просто не было дырочки в этом месте. Вкалываю крючок сначала, смотрите, в предыдущее звено, теперь в текущее. И вот здесь с изнаночной стороны я еще подхвачу перемычку, просто чтобы было поплотнее. И вяжу. Раз. Следующую точку провяжу тоже с перемычкой. 2. А дальше как обычно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Все верно. Мы откладывали здесь 12 петель. Помните, на 12 петлю вешали маркер. Все правильно. Это был 28 ряд. Можно пальчик вывернуть. И дальше 29 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Здесь снова вяжу по привычной схеме. Итак, 4 обычных петли. Раз, 2, 3, 4. Дальше будет 8 петель, соединительных петель с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот сюда, вот в эту точку 8. И теперь перехожу на вязание по пальцу и уйду вот сюда в резинку. Здесь сделаю, опять вяжу соединительные петли с накидом, но вот здесь я 9 сделаю не за одну как бы дужку, а вот опять за 2, вот так, чтобы было опять поплотнее. Это будет 9, подтяну. Дальше 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28. Если вы помните, 28 соединительных петель с накидом — это то число, которое мы вязали в самых первых рядах. Дальше идет ступенька, значит, нужно сделать степку. Ну, вообще, это уже началась резинка. Итак, делаю обратный накид, то есть здесь будет 6 соединительных петель. Единственное, что первая все еще будет степкой, но мы тоже будем ее считать в числе резинки, да? Обратный накид сделала, через 2 ряда ввела крючок, теперь в нижний ряд и вывожу. Так, подтягиваю и подтягиваю. Это раз, и дальше обычные соединительные петли. 2, 3, 4, 5, 6. Все верно. Воздушная петля подъема, поворот. Так, это был 29 ряд, дальше 30 ряд, это 38 обычных соединительных петель. Раз, за дальнюю дужку. 2, 3, 4, 5. Ну и работаю так до конца ряда. 30 ряд я связала, вот смотрите, как получается. Здесь у меня 38 соединительных петель, это опять-таки то самое значение, которое я набирала в начале. Если у вас значение изменилось, значит где-то ошибка, потому что нужно, чтобы и начальное значение, и конечное, они сошлись. Теперь смотрите, дальше нужно будет вязать, просто повторять нечетный ряд. Нечетный ряд — это будет 4 обычных соединительных петли, 28 петель с накидом, 6 обычных соединительных петель. И четный ряд. Четный ряд — это 38 соединительных петель, обычных в обратную сторону. И таких пар рядов нужно связать 10, то есть это 20 рядов. Итого 50. 30 плюс 20 будет 50. Как я получила это значение 50? Считаю косы на одной стороне митинги. Их 11. 11 косичек приходится наверх митинги. И одна косичка уже приходится на низ митинги. Вот она. Значит, нужно еще связать 10 косичек. Это 10 пар рядов. Значит, вяжем до 50 ряда, повторяя нечетный и четный ряд. Проделайте это самостоятельно, встречаемся там, и я показываю, как сшить это изделие ювелирным швом. Довязала я 50 ряд, сейчас 50 ряд нужно распустить. Нить я уже обрезала. Он вяжется для того, чтобы просто отмерить нужное количество нити для сшивания. Дальше я всегда распускаю вот этот последний ряд и уже прокладываю его иголкой для того, чтобы сделать ювелирный незаметный шов. Итак, вставляю иголку. Здесь я распускаю абсолютно все, даже воздушную петлю не оставляю. Вставляю иголку в открытую петлю и затягиваю. Дальше складываю изделие таким образом. Наборный ряд внизу, начальный хвостик в левом нижнем углу, конечная рабочая нитка в правом верхнем углу. Лицо у меня изделия сейчас будет внутри. Складываю вот так митинку. Складываю митинку вот таким образом. Смотрю, как контрастная нитка подхватывает петли первого ряда. Вот. Точно так же делаю иголкой. Если вы уже связали правую митинку, то левая для вас будет точно такое же, да? Здесь шов абсолютно одинаковый. Возвращаю иголку в только что закрытую петлю, в следующую кромочную вот так и в только что образовавшуюся петлю. Вот так. Подтягиваю. Снова здесь все раздвигаю, смотрю, как контрастная нитка подхватывает петли первого ряда. Вот так. 2 ниточки подхватываю в петлю, в кромочную. В следующую кромочную петлю. Подтягиваю. Снова раздвигаю. Вот. Вот контрастная нитка и вот 2 ниточки, которые она подхватывает. В петлю, в кромочную. В
следующую кромочную и в петлю. Опять смотрю, как контрастная нитка подхватывает 2 ниточки в петлю, в кромочную, в кромочную, в петлю. Смотрю опять, как контрастная нить подхватывает петли в петлю, в кромочную, в кромочную, в петлю. И еще раз. Опять вот подхватываю 2 ниточки, которые контрастная нить подхватывает. В петлю, в кромочную. В следующую кромочную и в петлю. И дальше происходит смена рисунка. Это мы соединили те петли, которые приходятся на резинку. Дальше смена рисунка, дальше шли петли с накидом. И этот накид на изнаночной стороне образует вот такую перемычку. А вот они, эти перемычки. Но здесь техника не меняется. Эту перемычку я просто вот так отодвигаю и смотрю, там снова 2 ниточки, которые обвивает контрастная нитка. И снова вкалываю крючок в эти же 2, иголку, конечно, вкалываю иголку, чтобы подхватить эти 2 ниточки, вытаскиваю рабочую нить в петлю, в кромочную, и в петлю. Подтягиваю, подтягиваю. Опять вот есть перемычка, да, это от накида. Я ее вот так отодвигаю, и вот там контрастная нить подхватывает 2 нитки. И я точно так же вкалываю иголку. Цель всех моих действий — заменить контрастную нить на нить основного цвета. И тем самым я проложу ряд, который в точности соответствует вязанию. Нить, в котором имеет ту же самую траекторию, что и нить в вязании. Только проложу его иголкой, потому что мне нужно сшить эти 2 ряда, да. Опять отодвигаю, подхватываю 2 ниточки. И работаю так. Здесь нужно соединить будет все эти петли с накидом. Их было 28, а в конце рисунок снова поменяется. В конце снова начнутся обычные соединительные петли. И их уже буду соединять по тому же принципу, что и соединяла петли в начале. Закончились у меня петли с накидом, перехожу на обычные соединительные петли и сшиваю их. Так. Так. Последние стежки в кромочную, в петлю, подтягиваю, подтягиваю. Здесь последние 2 ниточки, которые обхватывает контрастная нить. И опять в петлю, в кромочную. Так. Здесь 2 хвостика встречаются в одной точке. Связываю их на узел, но не туго пока. Так. И теперь нужно удалить контрастную нитку. Как она удаляется? Она удаляется легко в одно движение практически. Так.
Открываю этот ряд, ну и дальше тяну эту нитку и ее удаляю. Контрастную нить я удалила и дальше возвращаюсь к вот этим двум хвостикам. Хвостики здесь сходятся в одной точке. Но мне не нравится, что узел получается на открытом срезе. Он здесь очень виден, поэтому попытаюсь как бы обойтись без узла. Вот я развяжу один узелок. И смотрите, дальше я вставляю один хвостик в иголку. Я вставляю тот, что длинный, тот, который был от сшивания. И вот так вот увожу иголку опять в воздушную петлю. Это воздушная петля, которая была у каждого ряда. И вот такими вот обматывающими движениями увожу иголку в вязаную косу для того, чтобы этот хвостик спрятать там. Так, так. А второй хвостик прячу вдоль параллельной дорожки этой же вязаной косы. Здесь можно уже, давайте вот так сделаю. Вставляю ниточку в иголку и точно так же увожу. Остальные хвостики я тоже все точно так же прячу в вязании, обрезаю ниточки, и митинг на этом готова. И вот 2 мои готовых митинги. Левую мы связали в этом видео, правую я вязала в предыдущем видео, ссылка будет в описании либо по подсказке. Правая уже прошла ВТО, левую ВТО еще только ждет. Она, вот видите, немножко такая еще плотненькая, она еще не такая вот гибкая. Вот даже видно, если правая спадает вниз, то левая стоит. Сейчас я их надену, чтобы вам все продемонстрировать. Вот. Если вам нужно текстовое описание или схема, то добро пожаловать ко мне на Бусти. Там будет отдельно для левой, отдельно для правой, но, скорее всего, в одном посте. Заранее спасибо за ваши лайки, за то, что смотрите мои видео, за то, что подписываетесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.